Жил-был старый мельник, и было у него 3 сына. Когда мельник умер, он оставил сыновьям в наследство мельницу, осла и кота. Старшему досталась мельница, среднему осел, ну а младшему пришлось взять кота. Старшие братья смеялись над ним, но кот пообещал, что сделает богатым младшего брата, если тот даст ему пару сапог и мешок. Хозяин удивился, но просьбу кота выполнил. Кот тут же натянул на задние лапы сапоги, насыпал в мешок овса, закинул его за плечи и отправился на охоту. В лесу он раскрыл мешок, бросил его на землю, а сам спрятался в зарослях. Долго ждать ему не пришлось. К мешку прискакал любопытный заяц и влез в него, чтобы полакомиться овсом. А кот только того и ждал. Он выскочил из зарослей, затянул мешок, взвалил его на плечи и отправился в королевский замок. Король той страны был большой любитель вкусно поесть. Кот отвесил ему глубокий поклон, вручил зайца и сказал, что это подарок от его господина, маркиза де Карабаса. Король был приятно удивлен такому сюрпризу. Кот раскланялся, как настоящий дворянин, и отправился в путь. На следующий день он снова отправился с мешком на охоту. На этот раз ему удалось поймать 2 жирных куропаток. Король обрадовался, увидев очередной приятный подарок. Несколько недель подряд кот продолжал носить королю то куропаток, то зайцев, но своему голодному и исхудавшему хозяину он ничего об этом не говорил. Однажды кот увидел во дворе принцессу. Она была очень красивой. Кот сообразил, что она была бы прекрасной женой для его хозяина. И вот король захотел наконец-то познакомиться с маркизом. Кот ответил, что они могут найти его завтра на прогулке там, где мельницы, а сам побежал во весь дух к мельнице. Увидев хозяина, кот сказал, что завтра нужно будет искупаться в речке, и тогда его жизнь изменится. На следующее утро только он влез в воду, как кот схватил его одежду и спрятал в кустах. В этот момент на дороге появилась королевская карета. Кот выскочил на дорогу и закричал во все горло: «Спасите! Помогите! Маркиз де Карабас тонет!» Услышав это, король приказал вытащить маркиза из воды. Сын мельника сильно испугался, когда 2 охранников стали силой тащить его из реки, где он нежился в теплой воде. Король приказал принести ему свой шелковый наряд. Сын мельника сначала было отказывался, но расшитая золотом одежда так ему понравилась, что он с удовольствием надел королевский наряд. Король пригласил его в карету, где сидела прекрасная принцесса. Сын мельника остолбенел, но без лишних слов сел в карету. Через минуту карета покатила дальше по полям и лугам, принадлежавшим великану-людоеду, который жил в огромном замке. Кот не терял времени и, что было духу, помчался впереди кареты в сторону луга, где в поте лица трудились жнецы. Он попросил сказать, что эти поля принадлежат маркизу де Карабасу. В противном случае злой людоед съест их. Прежде чем удивленные жнецы успели ответить, подъехала королевская карета. И когда король спросил, чьи это луга, они дружным хором ответили, что эти поля принадлежат маркизу де Карабасу. Тем временем кот отправился прямо в замок людоеда. С кошачьей ловкостью он перепрыгнул через каменную стену и пробрался в замок. Людоед сидел за большим столом, уставленным разными блюдами. Увидев кота в сапогах, он сильно удивился такой наглости. Кот начал дразнить великана и сказал, что тот не сможет превратиться во льва. Не успел кот произнести эти слова, как людоед превратился в огромного льва с лохматой гривой. У кота от страха душа ушла в сапоги, но он преодолел его и сказал, что людоед никогда не сможет превратиться в мышь. Страшный лев исчез, а на его месте появилась маленькая мышка. А коту только это и было нужно. В мгновение ока он догнал мышь, поймал ее и съел. В это самое время во двор замка въехала королевская карета. Распахнув дверцы кареты, кот учтиво поклонился и сказал, что рад видеть всех в замке маркиза де Карабаса. Трудно сказать, кто больше онемел от изумления при этих словах, король или сын мельника, который уже вообще ничего не понимал. Кот отвел гостей к столу,
В конце ужина король, наевшись до отвала, сказал, что маркиз и в самом деле очень достойный человек, поэтому с радостью отдаст свою дочь в жены. Принцесса была счастлива. Молодой, красивый, да к тому же богатый маркиз ей очень понравился. Вскоре они и свадьбу сыграли. Так сын мельника женился на принцессе и сделался принцем. Все они жили долго и счастливо, особенно кот, который гордо расхаживал по дворцу в высоких сапогах.